you go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим новый замечательный Hi-Fi плеер от компании Shanling стоимостью $129. И приходит он в небольшой по габаритам коробке с минималистичным оформлением, где на лицевой части здесь есть логотип компании, различные сертификаты и указано название этой модели M0 Pure. Ну а теперь давайте лучше рассмотрим комплектацию этого плеера более подробно. Плеер. Инструкция по использованию и настройке, гарантийная карточка, защитное стекло, кабель с USB-A на USB-C, фирменный кожаный чехол, который покупается отдельно, ну и переходник с балансного 4,4 мм джек на балансный 3,5 мм джек, который тоже можно купить отдельно. Этот плеер получился супер компактным, весит он всего около 35,8 грамм, а его корпус был выполнен из металла с использованием пластика сверху и снизу. И в моем случае он имеет очень приятную оранжевую расцветку, которая сразу привлекает внимание. Ну а тут спереди был установлен 1,5-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 240 на 240 пикселей, с хорошей цветопередачей, отличным запасом яркости даже на улице и крайне отзывчивым сенсором. Но тут был расположен комбинированный выход для подключения наушников, который работает как с обычным 3,5 мм штекером, так и с балансным штекером на 4,4 мм джек, но уже через фирменный переходник. Ну а еще рядом тут находится порт USB Type-C, который используется как для зарядки, так и для работы этого плеера в режиме внешнего ЦАПа. И здесь же еще разместили слот для карты памяти. Ну а по бокам корпуса были сделаны вот такие вот небольшие выемки, благодаря которым этот плеер банально удобнее держать в руке. А вот это небольшое колесико с очень плавным ходом нужно для того, чтобы с его помощью можно было включать и выключать плеер, регулировать громкость и воспользоваться паузой или переключением треков. Но на задней части тут все максимально лаконично. И тут есть как логотип компании, так и различная информация с сертификацией этого устройства. Ну а что касается технической части, то здесь все, на мой взгляд, получилось очень достойно, поскольку внутри у него установлены сразу два современных ЦАПа Cirrus Logic CS43131, которые уже давно успели отлично себя зарекомендовать во многих подобных портативных устройствах. И работает он на фирменной операционной системе M-TouchOS, которая, кстати, ребята, мне прям очень понравилась. Ну а питается он от аккумулятора уже емкостью 650 мАч, которого хватает примерно до 9,5 часов воспроизведения. Так что для повседневного использования, как по мне, этого будет более чем достаточно. Ну а вся ваша музыкальная библиотека может храниться на карте памяти microSD объемом до 2 терабайт, поэтому места с огромным запасом хватит даже для очень большой Hi-Res коллекции. Кроме того, здесь есть Bluetooth 5.0 с поддержкой кодеков LDAC, aptX, AAC и SBC, так что использовать этот плеер можно не только с проводными, но и с хорошими беспроводными наушниками. Да и с поддержкой форматов здесь прям полный порядок. И этот плеер без проблем воспроизводит PCM вплоть до 32 бит и 384 кГц, и даже DSD-128 на TV воспроизводит. Поэтому практически любые современные аудиофайлы он открывает без каких-то ограничений. Ну и, пожалуй, самое интересное — это мощность. И несмотря на свои крошечные размеры, этот плеер способен выдавать до 250 мВт с использованием балансного переходника или до 100 мВт без него. Поэтому с большинством внутриканальных наушников, включая достаточно требовательные полноразмерные модели, он справляется, к моему удивлению, вообще без каких-либо проблем. Причем реально с хорошим запасом и без какого-либо фонового шума. А также отмечу, что этот плеер практически не нагревается при использовании. Ну а теперь давайте перейдем уже к интерфейсу.
Ну а здесь, ребята, все просто. Включается этот плеер буквально за пару секунд, и после мы сразу попадаем на главный экран, где нас встречают основные разделы, разобраться в которых можно будет буквально за пару минут. И первым делом здесь мы можем посмотреть воспроизводимый сейчас трек с обложкой на весь экран. Также здесь можно перейти в настройку режимов воспроизведения, также можно перейти в какие-то дополнительные здесь еще настройки, посмотреть информацию о треке, изменить скорость трека, добавить в избранные, ну и все вот в таком духе. Ну а следом тут идет раздел «Моя музыка», и здесь можно посмотреть как всю библиотеку на моей карте памяти. Также можно открыть какие-то избранные композиции, отсортировать музыку по альбомам, по артистам, по композиторам. Также можно создать какой-то собственный плейлист, что тоже очень хорошо. Можно отсортировать по жанрам, посмотреть, какие треки играли у меня до этого, и также, что я добавлял себе. В общем, тут все удобно и логично. Ну а следом тут идет раздел «Папка», где отображается вся структура карты памяти. И если вы привыкли хранить музыку по папкам, а не пользоваться медиатекой, то такой вариант тоже предусмотрен, что, как по мне, несомненный плюс. Ну а дальше мы переходим к настройкам воспроизведения. И вот здесь возможностей, ребята, уже действительно немало. И можно ограничить максимальную громкость, также включить запоминание последнего уровня громкости, активировать воспроизведение с последнего трека, либо выключить это можно. Также можно включить бесшовное воспроизведение. Есть эквалайзер, где у нас есть разные готовые пресеты. Также есть свои, можно сделать 3 варианта. Либо подобрать уже что-то из готовых пресетов на свой вкус. Причем я отмечу, что реализованный эквалайзер здесь действительно очень таки неплохо. И при необходимости он позволяет довольно гибко настроить звучание наушников под себя. Ну и кроме этого здесь выбирается уровень усиления, низкий или высокий. Также доступна здесь функция Replay Gain для треков и альбомов. А также есть 4 цифровых фильтра. Но лично я практически сразу переключился на Fast Roll Off, потому что именно с ним звучание понравилось мне больше всего, хотя по умолчанию здесь стоял фильтр Low Delay Slow. Ну и помимо этого тут можно настроить баланс каналов. Здесь можно выбрать будет режим воспроизведения по порядку, в случайном в порядке, с повтором, в общем как хотите. А также здесь можно включить пропуск целых папок, если в этом, конечно, есть какая-то необходимость. Но если уже перейти в системные настройки, то возможностей становится еще больше. И здесь можно обновить музыкальную библиотеку, включить можно Bluetooth, включить SyncLink, отрегулировать яркость дисплея от 0 до 100. А еще можно настроить время отключения самого экрана. Еще есть режим ожидания. И даже есть отдельный таймер автоматического выключения самого плеера, что тоже кому-то точно пригодится. Ну а также доступны различные режимы работы по USB, есть настройка времени, еще есть настройка экрана блокировки, где можно оставить стандартную картинку или установить какое-то собственное изображение, просто загрузив его на карту памяти. Но еще можно заблокировать регулировку громкости, и конечно тут не забыли и про колесико управления, и для него можно будет назначить действие на двойное или тройное нажатие, например переключение треков или паузу, что лично я сделал. И как по мне, ребята, это действительно удобно, особенно если учитывать, что никаких дополнительных кнопок на корпусе у этого плеера нету. Ну и напоследок нам доступны режимы вывода DSD. Есть выбор между фиксированной и регулируемой громкостью. Можно активировать линейный выход, а также активировать режим в автомобиле. Ну и конечно можно поменять тему. И здесь есть несколько вариантов. Черная, как в моем случае. Вот такая вот белая. Розовая. Красная. Голубая. Ну и фиолетовая. Но мне больше всего черная понравилась. Ну и можно еще здесь поменять язык интерфейса. Посмотреть всю информацию о системе. Сбросить все настройки.
и можно обновить версию прошивки. Ну, в общем, как вы понимаете, интерфейс у плеера Shanlink M0 Pure получился прям очень понятным, логичным, не перегруженным и самое главное удобным. Поэтому разобраться во всем здесь можно буквально за несколько минут. Я думаю, что даже у новичков никаких сложностей с его освоением точно не возникнет. Ну а теперь давайте мы с вами поговорим о самом главном, о том, как именно звучит плеер Shanlink M0 Pure. Погнали! Ну и вот здесь-то, друзья, и начинается самое интересное, потому что именно звук стал для меня самым большим открытием в этом плеере. Если честно, я вообще не ожидал, что настолько компактное устройство сможет играть настолько взросло, технично и сбалансированно. Да, по своей подаче плеер все же получился довольно нейтральным, но при этом совершенно не скучным, поскольку здесь нет ощущения сухости или стерильности, характерной, например, для ЦАПов ESS, а наоборот звук очень естественный, чистый, детальный и при этом невероятно комфортный для длительного прослушивания. И даже с некоторой ноткой теплой магии. В общем, как я люблю. И самое первое, что сразу бросается в глаза, это уровень детализации. Этот плеер очень уверенно вытаскивает все мелкие нюансы записи, хорошо разделяет инструменты и создает ощущение аккуратного, чистого и собранного гиперпрозрачного звучания. При этом он точно не пытается что-то там искусственно подчеркнуть или сделать как-то звук поярче, чем он есть на самом деле, поскольку все подается очень натурально и без какой-либо дополнительной навязчивости. И подключал я к нему даже свои топовые полноразмерные планары Sandy Audio и Gret. Если честно, я ожидал, что мощности будет недостаточно, но нет, ребята, к моему удивлению, этот плеер довольно уверенно их раскачал, позволив получить их фирменное, насыщенное и динамичное звучание. Конечно, это не уровень топовых стационарных устройств, но сам факт того, что настолько маленький плеер способен настолько достойно справиться с подобными наушниками, вызывает у меня искреннее уважение. Ну а с внутриканальными моделями он чувствует себя вообще как дома, и попробовал я его с несколькими своими топовыми АМ, и буквально с каждой моделью я получал очень приятный результат. Плеер отлично контролирует звучание, раскрывает характер наушников, не окрашивает их подачу и позволяет услышать именно тот звук, который в них заложил производитель. А благодаря очень низкому выходному сопротивлению никаких проблем с чувствительными многодрайверными моделями я тоже не заметил, что, как по мне, несомненный плюс. И вообще, знаете, в целом во время его тестирования я все чаще ловил себя на одной мысли, что с этим плеером мне совершенно не хочется анализировать, а хочется просто взять его, положить в карман, подключить мои любимые наушники, включить музыку и просто отправиться гулять. И на деле он настолько компактный, легкий, что ты буквально перестаешь замечать его у себя в кармане. А благодаря качественному и очень приятному звучанию музыка начинает приносить то самое настоящее удовольствие, без желания постоянно искать какие-то недостатки. И в итоге я пришел к тому, что Shanlink M0 Pure это именно тот плеер, который не пытается впечатлить вас огромной мощностью или бесконечным количеством ненужных функций, а его главная задача состоит, на мой взгляд, в том, чтобы подарить вам максимально качественный звук в невероятно компактном корпусе. И на мой взгляд, с этой задачей он справляется ну просто великолепно. И если вы давно искали вот такой вот маленький, легкий и действительно хорошо звучащий Hi-Res плеер для прогулок, поездок или, например, для повседневного использования, то его можно смело назвать сейчас одним из самых удачных вариантов в этой ценовой категории. И от себя я смело рекомендую его к покупке. Ну а ссылка на покупку этого плеера находится в описании и закрепленном комментарии под этим видео. С вами как всегда был IC Genius, спасибо всем за просмотр и до скорых встреч уже в новых обзорах.